Сергей Александрович Есенин родился 3 октября 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии в крестьянской семье. Его мать Татьяна Федоровна Титова была неграмотной крестьянкой, а отец Александр Никитич Есенин работал в Москве в мясной лавке. Сельская жизнь отцу совершенно не нравилась, да и брак с Татьяной был заключен не по любви, поэтому домой он приезжал только по большим праздникам и не приехал даже тогда, когда ему сообщили о рождении Сережи. Постоянное отсутствие мужа очень не нравилось Татьяне, да и когда он приезжал, между ними постоянно происходили ссоры. В итоге, после очередного его приезда, Татьяна решила все бросить и уехала, а маленького Сережу отдала на воспитание своим родителям. Так мальчик стал жить в доме бабушки и дедушки. Жили в этом доме и трое их сыновей, которые тут же решили взяться за воспитание своего племянника. Только вот методы их воспитания были не совсем обычные. Например, в возрасте 3 лет его посадили на лошадь без седла и пустили в галоп, а плавать они научили его, посылая на середину реки за подбитыми утками вместо охотничьей собаки. Как говорится, лучшая теория – это практика. Татьяна недолго продержалась в самостоятельной жизни. Муж согласия на развод не дал, да и образования у женщины не было. В итоге ей пришлось вернуться. Мать Сережи знала много частушек, и, как говорили односельчане, не было такой народной песни в Приокском крае, которую бы не пела Татьяна Федоровна. А бабушка, в свою очередь, рассказывала любимому внуку много сказок. Часто собирались в их доме слепцы, странствующие по селам, и пели духовные стихи. Возможно, именно благодаря этому Есенин впитал в себя фольклорные образы, мелодичность рифмы и в своем раннем творчестве стал воспевать родные места. О своем детстве Есенин писал так: «Уличная же моя жизнь была не похожа на домашнюю. Сверстники мои были ребята озорные. С ними я лазил вместе по чужим огородам. Убегал дня на 2-3 в луга и питался вместе с пастухами рыбой, которую мы ловили в маленьких озерах. После, когда я возвращался, мне частенько влетало». Мама старалась сделать все, чтобы ее сын вырос образованным человеком, и уже в 5 лет он научился читать, а в 9, подражая ее частушкам, начал писать свои первые стихи. Учился он сначала в земском училище, где за плохое поведение однажды даже остался на 2-й год, однако окончил с похвальным листом и по требованию родителей перешел в церковно-приходскую школу. В 1912 году 17-летний Есенин приехал в Москву и стал подрабатывать в мясной лавке, где его отец служил приказчиком. Все родные были уверены, что Сергей будет поступать в Московский учительский институт, однако Есенин уже знал, что хочет связать свою жизнь только с поэзией. Он решил по-своему, отказался поступать и увлекся стихами. В столице Есенин влюбился в городскую жизнь, хотя и продолжал писать о деревне. Он вступил в Суриковский кружок, который объединял писателей-самоучек, и именно там юный поэт впервые публично прочитал свои стихи, чем очень озадачил других поэтов. Настолько его стиль отличался непосредственностью и свежестью. А годом позже Есенин устроился работать помощником корректора в типографию крупнейшего книгоиздателя того времени Ивана Дмитриевича Сытина и вскоре познакомился с одной из своих коллег Анной Изрядновой. Встреча эта оказалась судьбоносной. Именно друг ее родителей помог юному поэту впервые напечататься. В январе 1914 года в детском журнале «Мирок» было опубликовано его стихотворение «Береза». Правда, в последний момент Сергей испугался большой ответственности и решил подписаться псевдонимом Аристон, но уже в следующем номере он, набравшись смелости, подписался своим настоящим именем. Друзья, напишите в комментариях, в каком возрасте вы познакомились с творчеством Сергея Есенина и какое его произведение нравится вам больше всего. Первые же заработанные за стихи деньги Сергей с гордостью принес отцу, но тот лишь отмахнулся. Однако, когда осенью Сергей выразил желание прослушать курс лекций в Народном университете имени Шанявского, Александр Никитич возражать не стал и даже помог сыну деньгами. Вскоре у Анны и Сергея родился сын, однако уже спустя несколько месяцев Есенин принял решение уехать в Петроград, так как Москву он считал литературной провинцией. Ему казалось, что все самое интересное в поэтическом мире происходит только на берегах Невы, а особенно он мечтал встретиться с Александром Блоком, ведь на тот момент он был первым поэтом России, и Сергей вдохновлялся его творчеством. Встреча с ним потрясла Есенина. Позднее он рассказывал: «Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта». Выслушав его стихи, Блок отметил, какие они свежие, чистые, голосистые и какой многословный у него язык. Он написал рекомендательные письма, и уже через месяц в Петрограде был
было выпущено большинство стихов Есенина. Посыпались хвалебные отзывы. Талантливого поэта стали приглашать в салоны и на литературные вечера. Он познакомился с Анной Ахматовой, Владимиром Маяковским, Максимом Горьким и другими видными представителями искусства. В 1916 году вышел его первый сборник «Радуница», который состоял из двух частей – «Русь» и «Маковые побаски». В этом сборнике отражалась основная тема его раннего творчества – задушевная лирика, воспевающая образ крестьянской России, природу и сельский быт. В том же году Есенина призвали на службу, и он был зачислен санитаром в Царскосельский полевой военно-санитарный поезд, который ходил по маршруту из Петрограда через Москву, в Киев, Гомель и другие города, собирал раненых и перевозил их на госпитализацию. Работа была тяжелой, однако Сергей успевал заниматься и своим основным делом. Писал стихи и готовил к выпуску второй сборник. Поэзия его нравилась в том числе и императрице. Однако, когда Сергея попросили написать стихи в честь царя, поэт отказался, за что его в итоге отправили в дисциплинарный батальон, где Есенин и встретил февральскую революцию 17 года. Отказавшись присягать Временному правительству, он самовольно покинул армию и примкнул к эсерам, партии социалистов-революционеров, и стал работать с ними как поэт. Так состоялась встреча, а впоследствии и официальный брак Есенина с Зинаидой Райх. Она работала машинисткой в эсеровской газете «Дело народа», и по сути Сергей отбил ее у своего же друга, поэта Алексея Ганина. Позже тот посвятил бывшей возлюбленной стихотворение «Русалка», где угадывается соперник Есенин. «Ей сказками на сердце дышит разбойник с кудрявых полей». Октябрьскую революцию 17 года Есенин встретил с большим воодушевлением. Он ожидал, что наступит время мужицкого рая, однако вскоре стал замечать, как события уносят жизни тысяч людей. И в поэме «Кобыли и корабли» написал: «Веслами отрубленных рук вы гребетесь в страну грядущего». Поэтический взлет Есенина продолжался. Он искал свое творческое кредо и эпатировал публику. Одевался как простой крестьянин, намеренно вел себя как необразованный деревенский мужик, выступал в белой рубахе с вышивкой, в лаптях и валенках с гармошкой в руке и говорил с выраженным рязанским акцентом. В 1918 году Есенин познакомился с поэтом Анатолием Мариенгофом, и это знакомство стало поворотным моментом в его творчестве. Поэты вместе с другими собратьями по перу решили создать новое литературное течение и назвали его имажинизм. Название происходило от латинского слова «imago», что переводится как «образ», а его цель, собственно, и состояла в создании образов, а основным выразительным средством имажинистов было обильное использование метафор. Однако нельзя сказать, что Есенин принимал все положения имажинистов. Например, он настаивал на том, что творчество должно передавать не только образ, но и содержать в себе смысл. В этом же году он расстался с Зинаидой Райх, и, как он сам писал, после этого началась моя скитальческая жизнь, как и всех россиян за период с 1918 по 1921. За эти годы я был в Туркестане, на Кавказе, в Персии, в Крыму, в Бессарабии, в Оренбургских степях, на Мурманском побережье, в Архангельске и Соловках. В 1921 году Есенин познакомился с американской балериной Айсидорой Дункан. Она была старше Сергея на 16 лет, не владела русским языком, а ее возлюбленный, в свою очередь, английским. Однако это совершенно им не мешало. Вскоре они поженились и отправились в путешествие по Европе, после которого уехали в Америку. В это время Есенин начал работу над циклом стихотворений «Москва-Кабацкая», а также решил написать свою краткую автобиографию. По возвращении из Америки он написал так: «После заграницы я смотрю на страну свою и события по-другому. Наши едва остывшие кочевья мне не нравятся. Мне нравится цивилизация, но я очень не люблю Америки. Америка — это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества. Если сегодня держат курс на Америку, то я готов тогда предпочесть наше серое небо и наш пейзаж. Изба немного вросла в землю, прясла, из прясла торчит огромная жертва, вдалеке машет хвостом на ветру тощая лошаденка. Это не то, что небоскребы, которые дали пока что только Рокфеллера и Маккормика, но зато это то самое, что растило у нас Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова и других». Брак с Айсидорой Дункан продлился недолго. В 1923 году Есенин отправил ей телеграмму, что счастлив с другой женщиной, а также порвал отношения с имажинистами, так как взгляды их к тому времени кардинально разошлись. В этот же период он написал цикл «Персидские мотивы» и лироэпическую поэму «Анна Снегина».
В том же году Есенин окончательно разочаровался в революции, и вскоре на него началась травля. Появились критические статьи в журналах, заводились уголовные дела, в основном за хулиганство. Однако ни одно из дел не было доведено до суда. В дело постоянно вмешивались высокопоставленные личности, а также помогало врожденное обаяние Есенина. Но именно в то время и начали появляться сильные изменения в творчестве поэта. В стихах стал рваться ритм, появились новые нотки безысходности и депрессии, сказывалась и алкогольная зависимость. Было много попыток помочь Есенину. Сам Феликс Дзержинский ставил резолюцию разобраться на одном из писем, адресованных ему с просьбой помочь национальному поэту. Начиная с 1923 года Есенин проходил лечение в психиатрической лечебнице. Это нигде не афишировалось, но многие знали и навещали Сергея. Год спустя его психическое состояние ухудшилось. Однако даже в таких условиях Есенин продолжал писать стихи. В декабре 1925-го Есенин вдруг снял все деньги со сберегательного счета, навестил бывшую жену Зинаиду Райх, обошел всех близких друзей и даже повидался со своей первой гражданской женой Анной Изрядновой. И со всеми попрощался. А 28 декабря 1925 года в пятом номере гостиницы «Англитер» 30-летний Сергей Есенин был найден мертвым. Рядом с ним лежало предсмертное, написанное кровью стихотворение «До свидания, друг мой, до свидания». Дверь в номер пришлось взламывать, а когда удалось войти внутрь, то было обнаружено уже остывшее тело поэта. Он повесился на веревке, привязанной к трубе парового отопления. До сих пор ходят слухи и выдвигаются версии того, что поэт был убит, а самоубийство было подстроено. Однако достоверных и убедительных подтверждений этому нет. В блистательной многовековой истории русской поэзии немного найдется имен, о которых со всей справедливостью и определенностью можно так же, как о Есенине без колебаний сказать во всеуслышание. Это сама Россия. Поэзия Есенина вобрала в себя многие героические события истории России, от времен Евпатия Калаврата и татарского разбоя до Октябрьской бури 17 года, потрясшие Россию и весь мир. Она щедро наполнена и мятежной русской удалью, и отвагой, и неисчерпаемой добротой, милосердием, состраданием, отзывчивостью на чужую беду. Все это через века пронес наш народ в своей душе. За свою недолгую жизнь Сергей Есенин успел покорить не только современников, но и уже более века остается одним из самых популярных русских поэтов. На его стихи до сих пор создаются песни, про него снимают документальные и художественные фильмы, пишут биографии, но лучше всего о поэте рассказывает его собственная поэзия. Это была история Сергея Есенина. Вы на канале Short History. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски наших коротких историй. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Будьте с нами.